Уверенными людьми не рождаются, а становятся. Потому что уверенность в себе не врожденное качество, а скорее навык, который вполне можно развить самостоятельно. Как это сделать и стать увереннее в себе, разберем в этом видео. Уверенность в себе – это наше собственное восприятие себя, своих возможностей и уровня профессионализма. Она выражается в виде позитивной оценки собственных навыков, способностей и сил для достижения значимых целей. Здоровая уверенность в себе отвечает за решительность, проактивность, настойчивое продвижение к цели, качественные отношения с окружающими, широкий круг общения и устойчивость к трудностям. Это вовсе не значит, что уверенному в себе человеку не свойственно чувство сомнения и страха. Напротив, он тоже сомневается и также испытывает страх и волнение, когда начинает что-то новое, сталкивается с препятствиями, делает шаг в неизвестность. Но ему помогает внутренняя сила, тот самый стержень, который, опираясь на накопленный опыт, существующие компетенции и способности, говорит: «Да, это непросто, но я справлюсь. Я приложу все усилия, и у меня обязательно все получится». Уверенность в себе убеждает, что вы достигнете успеха. Низкая уверенность, наоборот, становится причиной упущенных возможностей и нереализованных желаний. Уверенные в себе люди легче заводят полезные знакомства, более востребованы в профессиональной сфере, быстрее и легче продвигаются по карьерной лестнице. Уверенность не обязательно врожденный фактор, как мы уже с вами выяснили. Чаще всего это результат кропотливой работы, развития открытого мышления и полезных привычек. Чтобы развить уверенность в себе, необходимо желание, настойчивость, систематичность и, самое главное, ваши действия. Вы можете посещать тренинги по развитию уверенности, обращаться к профильным специалистам, читать статьи и книги. При этом ваша уверенность в себе не вырастет ни на миллиметр, если вы не приложите собственные усилия. Итак, 7 советов, которые помогут вам развить уверенность в себе и закрепить ее на долгосрочной основе, чтобы в будущем вы могли уверенно преодолевать возникшие преграды и быстрее восстанавливаться в сложных ситуациях. Ставьте себе цели. Речь не о целях, которые вам ставит руководитель, компания, близкие. В любой сфере жизни у вас должны быть собственные цели, которые вы будете воплощать. Это не обязательно должны быть глобальные цели, но они должны быть важны и ценны для вас в конкретный момент. Реализовав одну, формулируйте новую цель. Каждый раз поднимайте свою планку, чтобы для ее достижения потребовалось приложить усилия, развить навыки, изучить что-то новое, поменять привычную модель поведения, внедрить полезные привычки и выйти из зоны комфорта. Действуйте в направлении желаемого. Поставить цель – это 50% успеха. Но для реализации наших желаний необходимы конкретные действия. В работе над развитием уверенности используйте искусство маленьких шагов. Не бросайтесь сразу на большие неподъемные задачи. Подробите путь к своей цели на маленькие этапы и начинайте с самого простого для вас. Завершив первый этап, похвалите себя за достигнутое и подумайте, что нужно сделать, чтобы перейти на следующий. И так, шаг за шагом, вы дойдете до вершины своей цели. Каждый такой пройденный путь – вклад в вашу уверенность. Признавайте свои достижения. Когда-то вам пришлось приложить усилия, чтобы научиться ездить на велосипеде, получить образование, заполнить первое резюме, получить работу, увеличить свой доход, улучшить отношения с коллегами и так далее. Даже если сегодня накопленный опыт и полученные результаты кажутся совершенно незначительными, именно благодаря им вы развили определенные навыки и достигли успехов. Отслеживание достижений помогает лучше понять свои сильные стороны, что является фундаментом уверенности в своих силах. Создавайте поддерживающее окружение. Всем нам крайне необходимо знать, что есть человек, который в нас верит и поддержит в трудную минуту. Ваша задача – больше общаться именно с такими людьми. Если в вашем окружении есть токсичные люди, которые говорят, что вы не сможете, не справитесь, у вас не получится, минимизируйте, а лучше полностью исключите общение с ними. Постоянно обучайтесь. Сегодня способность быстро обучаться
ключевая компетенция успешных людей. Поэтому сделайте обучение новому своей привычкой. Расширяйте и обновляйте свои знания в знакомой сфере и внедряйте то, что узнали, в жизнь и работу. Изучение и применение новых знаний сделает ваше мировоззрение шире, а жизнь наполненной новыми впечатлениями. Учтите, что завершение очередного курса, прочитанной книги или даже просмотр обучающего и познавающего видео мозг воспринимает как новое достижение, что в свою очередь влияет на рост уверенности в себе. Занимайтесь спортом и следите за здоровьем. Подберите подходящий формат и режим тренировок и регулярно уделяйте внимание своему здоровью. Во-первых, соблюдение режима дня и графика физических нагрузок само по себе является достижением, а мы уже знаем, что это напрямую влияет на веру в себя. Во-вторых, подтянутое здоровое тело и прямая осанка символизируют уверенного в себе человека. Найдите занятия в удовольствие. Это может быть что угодно: езда на велосипеде, плавание, спортивные игры, фитнес, бег, теннис, верховая езда – все, что пожелает ваша душа. И главное, уделяйте этому время. Полюбите изменения. Век, в котором мы с вами живем, отличается невероятной скоростью изменений в глобальных масштабах. Единственный вариант оставаться на плаву в такой неопределенной среде – полюбить изменения и развить свою адаптивность к быстро меняющимся условиям. Поэтому время от времени меняйте что-то в своей жизни. Новые подходы, новые впечатления, ощущения, новый опыт. Понемногу внедряя новое в свою жизнь, вы разовьете механизм адаптации, научитесь справляться со стрессом, который сопровождает перемены, и повысите свою стрессоустойчивость. Именно стрессоустойчивость помогает человеку быстро восстанавливаться в тяжелые времена, а соответственно и поднимает уверенность в себе. Надо иметь смелость и здоровую веру в свои силы, чтобы начинать что-то новое. Выберите пункты, которые вам больше всего нравятся, и начните внедрять их на постоянной основе. И самое главное, не забывайте про отдых. Всем нам нужны периоды, когда мы не думаем, в чем мы хороши и что еще надо усилить, а просто наслаждаемся жизнью. Будьте успешны и верны себе.